Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз, не расскажет о личной истории, о событиях вашей жизни. Но я так надеюсь, если принять во внимание, что жизнь никогда не бывает полностью предсказуема, то мы через образы карт можем как альтернативный вариант развития событий просчитать на пару шагов вперед или предположить, может сложиться какая-то определенная ситуация, мои действия. Вот давайте через карты попробуем узнать. Основная тема нашего прогноза – неожиданности, что важно знать, что скрыто, что помогает, и по основным сферам жизни. Итак, мои дорогие весы, что же для вас на период с 26 февраля по 3 марта, начало весны, вообще с новым вдохновением. И правда, весна может на нас оказывать уже влияние. Для кого-то из вас это период, когда в личной жизни тоже что-то может меняться. Что важно знать на неделе? Что для вас будет в приоритете? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Что может помешать? Что будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». Может быть, вы не придаете чему-то значения, или, кто знает, от вас что-то скрывают намерения, узнаем. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергия денег на эту неделю. И как карты видят вашу личную историю, личная жизнь. Что же для вас будет важно? Вы знаете, отдых и сложить оружие. Вот коротко и ясно. Может быть, уделить время, внимание самому себе, своим планам, как перезагрузка. У кого-то это может говорить об усталости, которая достигла какой-то пиковой отметки, когда необходим просто-таки релакс. Уставшие люди делают ошибки. Это первое. Второй момент. Иммунитет наш не работает как должно, потому что из-за усталости мы как будто ослабляем организм. И тогда всякого рода болезни, вирусы, они могут нас атаковать. Поэтому, чтобы не заболеть, тут правда, как профилактика будет тоже полезна. Или вам нужно решить какую-то ситуацию, и вы сейчас на нее не влияете. Тогда нет смысла себя тормошить. Лучше взять именно паузу и отдохнуть. И нам где-то вот такой замечательный, милый котик безмятежно спит, а там как будто за его спиной все происходит само по себе или развиваются события. И к тому времени, когда он отдохнувший проснется, кто знает, может быть, что-то само встанет по местам. Вот это важно знать. Неожиданности. А вы знаете, тут не неожиданность, тут как будто выбор. И какое-то длительное время мы как будто путешествуем, вот как этот замечательный кот. Он балансирует, обратите внимание, ходит по канату от одного мяча к другому. Это карта развилки, жизненного выбора. Или направо нам, или налево. Что-то не может продолжаться в том же ключе, как прежде. Он с закрытыми глазами пытается на ощупь пройти. Но путь этот ограничен. Вот, значит, и у вас словно какие-то сомнения или вот этот выбор, как между двумя ипостасями. И вы где-то можете от одного намерения, ходить к другому. И вот этот путь, он как замкнутый круг. И нам говорят, это не прекратится, пока ты не выберешь что-то одно. Но, может быть, это на этой неделе. Вот этот выбор нам все-таки говорят, приведи мысли в порядок. Он не должен быть поспешным. Да, придется что-то выбирать или вам на что-то решаться. Но карта нас не ускоряет. Это может быть вы, мои дорогие весы. Вам какая-то история надоела, и вы понимаете, что нет, пока я чему-то не скажу прощай, или пока я не приму важное решение, эта ситуация будет длиться бесконечно долго, меня это измотало, я от этого устал или устала. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Это карта силы, проявлять свою силу, демонстрировать
ваш статус, ваши возможности. Карта говорит, вообще у вас сейчас действительно сильная позиция. Но если мы говорим, что я все могу, или кому-то давать обещания, вы можете притягивать людей как раз за счет того, что они чувствуют вашу сильную позицию на этой неделе. Но вместе с этой сильной позицией вас могут тянуть те вопросы, которые лично для вас не сулят ни продолжения, ни интереса, ни вдохновения. Поэтому все-таки не случайно нам карта говорит, не демонстрируй как будто эту силу. Будь где-то великим манипулятором, но не пытайся, может быть, кому-то что-то пообещать. Да, как вот я тебе помогу, например, или я тут с точкой буду участвовать в каком-то деле, в каком-то вопросе. Кто знает, время пройдет, и какие-то новые обстоятельства будут. Или, мои дорогие весы, ваши планы поменяются. Поэтому не время вот где-то и выбор делать, или поторопиться с этим выбором. Или, мои дорогие, основываясь, может быть, делать этот выбор, основываясь на вашей собственной силе. Или нам говорят сейчас, вы можете чувствовать себя ресурсным. Но кто знает, согласившись на что-то, отказавшись от чего-то другого, вы себя словно поставите в какие-то рамки, а впоследствии обстоятельства будут меняться, и вы еще пока не видите, как это будет происходить, и поэтому просчитать что-то с надежностью, может быть, на этой неделе не получается, не быть заложником собственных обещаний. Давайте посмотрим, что же помогает. Вот смотрите, какая карта. Девятка жезлов. В герметической колоде Таро это карта великой мощи. Но это наша внутренняя сила, она должна быть расходована очень правильно. Как будто в двух направлениях. Либо нам что-то угрожает, либо не упустить какого-то удобного момента, удачного случая, стечения обстоятельств. Или то, что для нас может служить прогрессом. И во всех колодах обычно воин тоже с перевязанной головой. У нас здесь кот с перевязанной головой. То есть шишек он уже где-то набил. И не повторить какую-то ошибку, это вам помогает. Быть очень внимательным. Нас ничто не должно застать врасплох. Об этом говорит карта. Вас, мои дорогие весы. Значит, если... Вот посмотрите, как будто останавливают карты, как и от выбора где-то на этой неделе, правда. Значит, вы еще не все видите, вы еще не все знаете. Может быть, вам транслируют одно, а на деле, какая-то своя игра идет. Или обстоятельства сами по себе еще до чего-то не развились. Как сказать кому-то «да», так же, как и сказать кому-то «нет», но не на этой неделе. Место обороне, и чтобы нас ничто не застало врасплох. Вот буквально в двух словах так. Чтобы не набить еще одних каких-то шишек, а потом не разочаровываться. Что скрыто? Какое-то известие. Тут, правда, вы на этой неделе можете еще пока не получить какого-то известия или какой-то бумаги. Или не до конца развилась история какого-либо дела, а вот это сообщение придет чуть позже. И когда оно приходит, иногда это проигрывается. По этой карте это туз пентаклей. Безусловно, у кого-то это возможность заработков может проиграться. Но иногда это приходит как та новость, которая нас словно, где-то может выбить из колеи. Или она идет вразрез с нашими планами. И мы так, знаете, на время замираем, потому что нам нужно что-то либо пересмотреть, либо скорректировать. Проходит время, мы только тогда, через время, понимаем, зачем нам это было нужно. Но в данный момент времени мы останавливаемся и думаем, что же мне делать. И это в позиции скрыто. Вот вы можете пока не видеть действительно какую-то информацию, которую вы получите позже. И поэтому, может быть, карты говорят, ты не торопись делать выбор. Или кому-то что-то обещать. Или тратить деньги, мои дорогие. Как будто... заначка какая-то должна быть, мои дорогие весы, правда? А деньги должны быть у вас скрыты. Вот как-то так. Подумайте об этом. Дела, работа, бизнес. Вы знаете, продвигается, правда, само по себе продвижение. У кого-то могут быть дела, которые связаны с вашей семьей, с вашим переездом, купля-продажа недвижимости или решение каких-то имущественных вопросов, или решение
где я буду зарабатывать, каким образом ко мне будут приходить деньги. Все-таки максимальная карта благоприятная именно на благополучие и финансы. Но, значит, это нужно сохранять и не растиражировать. Вообще по этой карте получается, ну, осуществить то, что вы планировали на эту неделю, как и будь то согласование или свое продвижение, укрепление собственных позиций, ну и вообще собственного благополучия. Само по себе, ну, как бы нам, знаете, надежность, значение надежности, стабильности, уверенности в сегодняшнем, в завтрашнем дне, но не время менять тут что-то. Правда? Тут надо все сохранять. И что же по пентаклям или что у нас по финансам? Семерка жезлов это взаимодействие с вами со стороны людей. Вы им зачем-то нужны. Или могут склонять, чтобы у тебя сейчас сильная позиция. Вот нам и почему и говорят. Карта силы, чему сейчас не время. Мы с вами обсудили, что не время демонстрировать свои возможности, свои ресурсы, свою силу, свою значимость, может быть, да, свою мудрость, может быть, даже, да, где-то отойти в тень, в закулисы. Ну, вот это будет, наверное, помогать. Потому что людям как будто от вас будет что-то нужно. Может быть, вот это, как я сказала, сохранение финансов. Заначка, когда никто не знает, сколько же у вас денег. Но это где-то будет тоже помогать, по крайней мере, вам в плюс. Потому что есть какие-то темы, которые интересны кому-то. И ваша задача не включиться в какой-то процесс, не потратить деньги, сохранить. Деньги будут, но не для трат. Деньги – это один из способов взаимодействия с миром. И вот, значит, эта ресурсность взаимодействия с миром, мои дорогие весы, она должна быть в ваших руках, а не вот на эти 7 жезлов поделенной. Личная жизнь. Паш кубков, милый котик. И здесь так, есть эмоции и есть материализм. Материализм у нас в виде, посмотрите, кубок, да, вроде бы что-то нравится, ощущение. Это карта вдохновения, хорошего настроения, поэтому что-то вас будет радовать. Но из кубка выглядывает рыбья голова, это символика денег, опять же, благополучия. И нам где-то говорят, какой-то проект у вас удастся. Может быть, какой-то ваш союз будет перспективен. Если для людей семейных, значит, какая-то возможность может прийти, которая будет продолжаться еще какой-то период времени, правда, решить тот или иной вопрос или вот это благополучие умножить, сохранить. В вашей паре тут, скорее всего, будет взаимопонимание царить. Или, может быть, вопросы, которые связаны с вашими детьми. Для тех, кто один или одна, правда, может проиграться новое знакомство с человеком, который моложе вас. Даже так. Или просто знакомство, но это самые первые дни, может быть, или когда начальный период вы еще не знаете человека хорошо, и по этой карте нам не говорят, что что-то будет с большим продолжением, долгим. Мы об этом просто не знаем. Нам не говорят ни да, ни нет. Для кого-то нам, как совет, не строй грандиозных планов по поводу недавнего знакомства, вот это тоже может быть. И тогда 4 мечей, если правда вы смотрите видео, и у вас, ну, так в голове крутится вопрос, как ко мне относится человек, что он задумал, или как он видит продолжение наших отношений. А нам говорят, это не спеши. Пусть человек проявится, вот тогда ты будешь решать. Ты можешь быть на этот момент более ресурсен или ресурсна. Так не демонстрируй, пусть человек, опять же, проявится. Но что-то вас будет радовать, мои дорогие, и в личной жизни тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.